Добрый день, дорогие скорпионы! Добро пожаловать на мой канал! И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на март 2024 года. Ну что, ребятки мои, заждались, я знаю, присаживайтесь поудобнее, наливайте себе что-нибудь вкусненькое. И я сейчас расскажу, как же сложится для вас март. Итак, общая тенденция марта. Много новостей, много событий, события не совсем приятные, события абсолютно разные, эмоциональный фон будет зашкаливать, но при этом, дорогие скорпионы, вы себя будете чувствовать классно. Вы будете говорить: ну слава богу, наконец-то что-то меняется, наконец-то движуха, наконец-то что-то новенькое, вот сейчас вот как раз-таки жизнь началась. Да, ребята, этот март подарит очень много, я бы так сказала, неприятных событий, новостной ленты. Всем другим знакам зодиака, конечно же, нужно отключать этот фон. Для вас он вообще, я бы так сказала, как морюшка, бушующая где-то рядышком, который расслабляет. Вы такие: да, наконец-то движняк, прощай застой. Да, ребята, поэтому я вам так скажу, что первая неделя марта для вас еще будет такая тихая, спокойная, без особого движняка, ну то есть такое расслабленное состояние. И если вы хотите что-то активное, мощное, интересное внедрить, а все мы знаем, что скорпионы как раз-таки и зарабатывают больше, и что-то классное у них происходит, когда вокруг в мире происходит что-то такое очень мощное, для кого-то страшное и неординарное, да? Поэтому первая неделя марта для вас будет тихая, спокойная, в работе, обычные дела, заботы, ничего нового, ничего старого, ну вот просто все по накатанной. Со второй недели марта начнется уже более-менее интересненько, уже начнется такая интересная коммуникация, новые движения, проекты, новые дела, которые будут отвлекать вот от такой серости, да. Прекрасно работайте, прекрасно продвигайтесь, для вас это отличное, кайфовое, классное время. И что? Начинается тот самый момент с конца второй недели марта, когда Плутон, ваш главный и такой махровый управитель, становится в прекрасный секстиль с Солнцем и с Нептуном, и здесь вы просто начинаете качать энергию, деньги, эмоции. Да, те самые скорпионы, которые прям скорпионы, которые вот прям считают, что они классные скорпионы, которые и бизнес построят, и деньги заработают, крутятся здесь, крутятся там, то есть делают очень много дел, то есть вот такие вот прям уверенные скорпионы по жизни, которые не любят нытиков, которые вот прям активисты, не боятся трудностей, не боятся вот всяких вот таких вот событий громких, да. А вот таким скорпионам будет вообще прям просто по кайфу, у вас будет все на коне, у вас все будет, я бы так сказала, схвачено, да, и вот эти эмоции, энергии, которые будут вокруг событий, они будут вас подстегивать на новые дела, на новые проекты. Вы будете думать: боже, наконец-то вот оно зажилось, вот оно стало хорошо. При этом вторая половина марта вообще классная, отличная, энергии много, движения много. Здесь главное, всегда люблю говорить, не залениться, потому что если вы не активный скорпион, а такой скорпион, который вот считает, что его все обидели, что ему все всю жизнь испортили, этот скорпион, конечно же, в марте будет хворать. Вот тяжело прям ему будет, вот он будет сидеть, паниковать, переживать за то, что в мире вообще все несправедливо, справедливости нет. И здесь, ребят, так не бывает. Мир и жизнь справедливо, называйте это как угодно, но с нами случается ровно столько, насколько мы заслужили. И это вот такой ход событий. Поэтому убирайте вот эту всю мишуру с головы, что вас кто-то там обидел, плохо вам сделал. Скорпионы тоже еще тот знак зодиака, который тоже может сделать нехорошо и даже глазом не моргнув. Поэтому вовремя нужно и себя прощать, и переставать творить дичь, и идти по жизни смело, выполняя дальше свои же внутренние мотивы, которые движут вас для того, чтобы этот мир спасать. Потому что истинный скорпион, знак зодиака, создавался для того, чтобы спасать этот бренный мир, я бы так сказала, да. В конце ролика обязательно прикреплю большое часовое видео про скорпионов, где просто описаны все качества, черты характера, все сферы жизни, что скорпион, как скорпион, где скорпион, про что скорпион, партнер, деньги, работа, любовь, карма, задачи, что еще только можно сказать,
по-моему, все описала в этом видео, поэтому долистайте до конца, просмотрите. А пока возвращаемся к марту. Вторая половина марта начнется прям такая классная, активная, бушующая энергия. Если в начале марта раскачка такая, да, то со второй, с третьей недели прям уже начинает энергия бушевать. И это на самом деле прекрасно. Почему? Потому что у нас с вами, ну там 24-25 в ночь, да, как обычно, ладно, допустим, 25 марта начинается коридор затмений. Да, ребята, коридор затмений, и он такой все равно вас заденет, потому что он будет на оси весы Овен. И здесь, конечно же, такой момент, знаете, какой интересный? Интересный момент, что в жизни необходимо делать многое. По справедливости однозначно, делать активно однозначно. То, что делать, помогая или разрушая, однозначно. То есть перед вами станет такой вопрос выбора, да, на какой вы стороне, на темной или на светлой. Скорпион все мы знаем, но здесь ничего нового не говорю, это тот знак зодиака, который ходит на грани между темного и светлого, то есть на какой ты стороне, да, вот, а Скорпион вот ходит вот здесь, по вдоль этих двух, да, вот сторон, и поэтому это тот знак зодиака, который может легко уйти в темную или же в светлую, но при этом светлым долго быть не может, да, в спокойствии, в том числе в расслабленности. Ему хочется вот туда обратно в темную, там вот энергией подпитаться, подкормиться, да, там что-нибудь навести порядок, спасти кого-нибудь и обратно вот так вот бороздить вот эту вот историю, да. И здесь, конечно же, возникнет вопрос для тех скорпионов, кто еще не выбрал, куда он идет, зачем он идет, да, потому что все мы знаем, как это сейчас распиарено. У нас 24-й год, это год кармы. Ну, понятно, что он всегда у нас год кармы, каждый год это год кармы, да, но только в этом году необходимо выбрать как раз-таки свой путь, куда ты идешь и что ты для этого делаешь, либо же остаться вот на скамейке запасных. И 24-й год это год для того, чтобы делать, на самом-то деле делать, но при этом справедливый делать выбор. Если вы делаете свою карьеру, ушли в свою реализацию, то по справедливости, да, то есть делать, не навредить никому, да, то есть в прямом смысле, если в этом году мы с вами еще вступаем в эру Водолея, но мы еще не вошли, мы так на полпути, еще несколько лет будет длиться вот этот переходный момент, и здесь, конечно же, делая, создавая какие-то проекты, работу, я не знаю, как угодно, да, которые нацелены для того, чтобы спасти этот мир, да, для человечества, чтобы человечеству было хорошо, эти проекты, конечно, будут выстреливать легче. Создавая нечто, то, что будет вредить со временем быстро, даже не дожидаясь конца 2024 года, вот в ноябре уже вот там шапочки полетят, все порушится, как говорится, быстренько, с эффектами и тому подобное. Поэтому, да, 2024 год, и для вас, в принципе, скорпионы, досмотрите до конца, там тоже я прикреплю видео, ролик большой про вас, гороскоп скорпиона на 2024 год, и для вас этот год, он, в принципе, сложный, он, в принципе, год активный, он мощный, он движник, и это один из тех годов, когда необходимо, ну, я бы так сказала, выживать, да, приложить в 10 раз больше сил и эмоций для того, чтобы выжить и создать то, что хочется, нечто достойное, нечто классное, то, к чему вы всегда шли, если вот там раньше к чему-то шли или там не шли, такие, ой, да я особо-то и не хочу, да я особо-то не переживаю, не ценили, в общем, то, что имели, не ценили вообще свой путь, то сейчас в этом году придется прям ценить и свою жизнь, и свой путь, и свои достижения прошлые, да, и все приложенные усилия. Для чего? Ну, для того, чтобы на следующий год они окупились просто в разы больше. Поэтому, да, скорпионы, для вас этот год сложный, а март — это месяц, когда начинается классное время работать, потому что, да, февраль должен был вас из колеи вот такой вытащить, да, то есть те скорпионы, кого начало штормить в феврале, я говорила, будет штормить, и мне уже столько скорпионов написало, сказала, просто февраль какой-то из ряда вон трэшовый.
Это нормально, ребят. Всегда вот происходит вот такая штука, это говорит о том, что значит рядышком где-то ваш рост. Но вы должны вот эту турбулентность пройти, чтобы вот взбодриться, понимаете? И не бывает так, не бывает там роста без трудностей. Поэтому вот сейчас они трудности для того, чтобы вы начали ценить этот путь и встали наконец-то на свою серфинговую доску, да, доску, как угодно. Для того, чтобы вы встали на эту волну, ее поймали и пошли. Потому что от марта будет зависеть и ваш апрель в том числе. А в мае, в начале мая, Плутон, ваш управитель, начнется опять двигаться в ретроградное движение. И, конечно же, если вы не внедрите сейчас, если вы не внедрите сейчас в марте, то в апреле у нас с 25 марта по 8 апреля у нас коридор затмений, в который я бы не советовала нечто начинать. Вот если вы смотрели меня в октябре 23 года, я вам тогда говорила, начинайте, делайте, классно будет. Вы такие, да как так-то, все говорят, не надо. Вот именно в этот коридор затмений, который будет в марте, вот здесь ничего не надо начинать. Это не тот коридор затмений, потому что он начинается с лунного затмения. А те коридоры затмения, которые начинаются с солнечного затмения, научу вас немножко, да, чтобы вы понимали, что вам говорят и как это воспринимать. Те коридоры затмений, которые начинаются с солнечного затмения и заканчиваются лунным затмением, это те самые коридоры затмения, в которых нужно начинать, стартовать, максимально делать, внедрять, поставить все на кон. Но если же коридор затмения начинается с лунного затмения и заканчивается солнечным, что будет у нас с нами в марте, в апреле этого года, не надо здесь ничего начинать. Начинайте в начале марта, начинайте в середине марта, за 3 дня коридора затмений, но начинайте, внедряйте, а потом уже просто продолжайте. Потому что в апреле у нас сразу после коридора затмения у нас новый лунный цикл с ретроградным Меркурием на 3 недели, классика, ничего нового, да, и в 2024 году у нас целых 4, я бы так сказала, ретроградного Меркурия. Ну, как 3 полных цикла, еще Новый год у нас прошел с ретро-мерком. Да. Поэтому, ребята, вот такой расклад на весну рассказала. Вот такая история в работе. Что будет классно в работе? Все проекты, собственно, которые уже говорила, все, что IT-проекты, творческие проекты, проекты музыкальные, проекты реализации, если вам захочется куда-то переехать, эмигрировать, поменять место жительства, купить недвижимость, вообще, в принципе, все любые истории, связанные с переездом, да, вы мне сейчас скажете, что сейчас просто бум на рынке недвижимости, жуткая инфляция, и это все нерентабельно, поверьте мне. Переехав сейчас на этой энергии в новую недвижимость, вы начнете себя ощущать гораздо лучше, чем в старой. Естественно, переехав в уровень выше недвижимости. Да, она вам кажется сейчас, что стоит запредельные деньги, поверьте мне. В следующий год вы скажете, надо было брать в марте 24-го или в феврале, да. Ребят, ну вот такие дела, мир очень нестабилен, и здесь как бы ждать, пока все устаканится, да вы что. Жизнь, она такая классная и интересная, и надо действовать сейчас. Что касается любовных отношений, в марте я не скажу, что у вас будут какие-то сложные такие моменты дома, я не скажу, что у вас будут моменты грусти, переживаний, выяснения отношений. Ну, разве что вот там будет не такой небольшой моментик с 20 марта, да, но только это такие вот все милые выяснения, что купить, насколько купить, когда купить. То есть вот такие обычные бытовые такие ссоры, решения моментов, которые, в принципе, если вы хотите, чтобы было по-вашему, просто объясните. Просто объясните четко на цифрах, покажите нормально, расскажите эмоционально, что вот, например, если вот мы решились вот это купить, да, вот для чего? Да, просто для того, чтобы обновиться, чувствовать себя получше, какие-то эмоции вам принесет. То есть вот такая история, такая философия, она вообще вполне будет очень классно работать и на вашего партнера сыграет вот такой интересный момент. Что касается бурных романов и свиданий, конечно же, первая неделя марта в любви будет очень хороша для гуляний, встречаний, для романтических отношений, страсти, запал. Вот такая история. Конечно же, 2, 3, 4 неделя марта, они более такие стабильные в отношениях, в романтике, поэтому вся буря эмоций таких для встречаний, для свиданий. Конечно, на первая неделя марта встречайтесь в любом
влюбляетесь, даже расставания в то время пройдут лайтово, вот так вот как-то эмоционально, легко, и если вы решили покрутить роман там на несколько недель и расстаться, ну, бывает у всех такое, не все готовы к отношениям, и этот момент нужно, конечно же, понимать. Здесь просто понимайте, дорогие скорпионы, повторюсь в 100-500, наверное, раз, но для скорпиона начинается максимальная реализация в жизни, в карьере, в финансах, в том социальном статусе, когда вы в отношениях. Да, потому что скорпион тот знак, которому максимально сложно быть в отношениях. Этот знак многие накаляют. Для этого знака другие люди, они просто тугодумы, медлительные, непонятливые, слишком никакие, простые, скучные, недушевные, как угодно можно называть. Очень много разных слов. У скорпиона, в принципе, очень шикарная, богатая эмоциональная окраска вообще, в принципе, да. И здесь, понимаете, скорпионы, да, можете найти себе скорпиона. Тогда вы будете смотреть, я бы так сказала, себе в глаза. И вас тогда человек будет максимально зеркалить, но скажу так, не каждый скорпион может про себя услышать всю правду, это имейте в виду. И поэтому со всеми своими недостатками принимайте их в лицо гордо. Не надо сразу вот так вот рубить эти отношения с плеча, не надо, потому что, особенно если у вас какой-нибудь огненный знак зодиака, партнер, да, который вот так вот прям в лоб все выдает, ну, понимаете, да, зато это быстро и результативно, и понятно. Здесь нужно иметь смелость и гордость, это принять и с этим что-то делать, потому что расстаться всегда легко. Расстаться легко, а потом можно прожить множество лет, десятилетий в одиночестве и так и не понять, что сам был неправ. Почему? Потому что свою сложную натуру прячешь внутри, а нужно раскрываться. Да, нужно вот стать таким более открытым скорпионом. Необходимо это для работы, для реализации, для жизни, для интересной, такой классной творческой жизни. Вот мир так устроен, что для того, чтобы получить интересную, классную жизнь, необходимо раскрываться. А для скорпиона это, ну, вообще, прям они вот так вот жили бы где-нибудь в каморочке, вот так вот, чтобы вот их никто к ним не лез и не доставал. Но не надо так. Итак, дорогие скорпионы, это был ваш гороскоп на март 2024 года. Вот такой интересный месяц. Я, подводя итоги, скажу, что это реально классный месяц для вас. Потрясающий, интересный, месяц полон забот, месяц, когда может многое чего получиться, и при этом получится с такой большой прибылью. Поэтому действуйте, мои дорогие скорпионы. Если же у вас еще остались вопросы, оставляйте в комментарии под этим видео с пометкой обязательно дата, время и место вашего рождения. И я, конечно же, в режиме свободного времени отвечу на ваши вопросы. Если же вы хотите, чтобы ваш вопрос остался конфиденциальным, в описании канала ссылочка на сайт, записывайтесь на консультацию, будем разбираться с вами лично. Ребята, у меня все на этот март. Спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. И увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока!